Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие в будущее, где наука и фантазия переплетаются, создавая удивительные прогнозы о том, каким станет наш мир через десятилетия. Ученые и футурологи, вооруженные знаниями и смелыми идеями, пытаются заглянуть за горизонт, чтобы понять, как технологии, эволюция и общественные изменения повлияют на нашу жизнь. Представьте себе мир, где искусственный интеллект не просто помогает нам в повседневных задачах, но и становится полноправным членом общества. Как изменится наше взаимодействие с природой, если мы научимся использовать ресурсы планеты более разумно? И каковы будут последствия стремительного развития биотехнологий и генетики? В этом видео мы рассмотрим самые захватывающие и порой пугающие прогнозы о будущем. Мы поговорим о том, как будет выглядеть жизнь в городах будущего и как изменится наше восприятие времени и пространства. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе исследовать мир, в котором мы будем жить завтра. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали! Новый век ставит перед нами жесткие альтернативы. Мир быстро меняется, появляются новые технологии, исчезают профессии. Но самое важное — трансформируется поведение людей. Для тех, кто идет в ногу со временем и обладает новыми знаниями, мир полон возможностей. Для остальных встает перспектива безработицы, бедности и безысходности, поскольку старые рабочие места исчезают и старая система экономики рушится. Для того, чтобы понять, в какую сторону двигаться, давайте рассмотрим, по каким трендам будет развиваться мир в последующие десятилетия. Мы выделили 5 основных пунктов. Стремление к максимальному комфорту. Здоровый образ жизни, экономия природных ресурсов, виртуализация личной и публичной жизни, развитие высоких технологий и доступность этих технологий широким слоям населения. Следующие 100 лет принесут нам масштабные изменения. Четверть 21 века позади. Наступает время для закономерного вопроса: как изменится мир в 2100 году? Сделают ли технологии ближайшего будущего нашу жизнь лучше, безопаснее, а главное — интереснее? Машина времени все еще не изобретена, поэтому увидеть будущее своими глазами не выйдет. Но мы можем изучить прогнозы ученых и футурологов, чтобы в общих чертах представить мир, в котором будут жить следующие поколения. Футурологи не имеют общего мнения о будущем человечества. Единственное, в чем сходятся все прогнозы: в будущем человек и общество будут максимально завязаны на IT-технологиях. Соответственно, именно их развитие во многом определит стиль жизни и облик человека через несколько поколений. Известный футуролог Дэйв Эванс считает, что сам человек генетически изменится. В течение предстоящих 50-100 лет появится так называемый оптимальный человек, улучшенный с помощью медицинских и технологических инноваций, генной инженерии. Будет возможна корректировка не только строения тела и улучшенная функциональность внутренних органов, но и интеллекта. С помощью науки можно будет ликвидировать слабые гены и врожденные пороки. Совместив особенности других живых организмов с человеческим, получится невероятный симбиоз. К примеру, можно будет добавить себе ген долголетия, изменить структуру глаза на фасеточную, аналогичную органам зрения насекомых, или добавить хемо- и терморецепторы. И мы сможем даже выбирать цвет глаз будущего ребенка. Внутренние органы будут печатать на 3D-принтере. Благодаря этому, а также развивающейся трансплантологии, методикам омоложения и продления жизни, средний возраст человека увеличится. Амадор Менендес, научный сотрудник Астурийского института технологий материалов, ожидает, что человечество будет пользоваться интернетом через импланты. Вся информация будет перетекать из чипов на нейроны. Полученные данные человек будет визуализировать у себя в мозгу. Более того, импланты помогут лечить болезни и изъяны мозга. Это позволит многим инвалидам жить нормальной жизнью. Возможно, однажды мы отправим на свалку не только бумагу, но и экраны. Вся информация будет перетекать с чипов на нейроны, и мы будем визуализировать ее у себя в голове, пишет Менендес. Другие футурологи также прогнозируют конец полиграфии и печати. Они перейдут на цифровой формат. Газеты, журналы и книги будут поступать на мини-гаджет, встроенный в человеческом мозге. Очень удобно. Скажу даже больше. Вживление имплантов в мозг человека уже практикуется. Так, компания Neuralink, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, вставила имплант в мозг человека.
Neuralink успешно имплантировала свое устройство, которое дает парализованным пациентам возможность пользоваться цифровыми устройствами с помощью одной только мысли. Эта разработка должна стать универсальным нейроинтерфейсом, который смог бы обеспечить практически беспрепятственную коммуникацию человека и машины, став продолжением для нашего мозга. И таки получилось. Reuters пишет, что такое устройство позволило первому пациенту с имплантом играть в видеоигры, просматривать интернет-страницы, писать в социальных сетях и перемещать курсор на ноутбуке. Разработчики надеются, что с помощью таких специальных чипов люди, потерявшие зрение или подвижность, смогут вернуться к полноценной жизни. Ученые единогласно уверяют, что искусственный интеллект – технология будущего. Специалисты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе будет создан единый виртуальный разум, способен решать сложные человеческие проблемы, делать рациональный выбор, обучаться, коммуницировать, выступать в роли путеводителя, учителя и даже терапевта. Однако точное время на достижение поставленной цели не определено. Здесь есть разные точки зрения. Можно сказать лишь одно. В ближайшие 100 лет нас ждут грандиозные достижения, которые поменяют концепцию современного мира. В теоретическом плане модель будущего искусственного интеллекта способна самостоятельно развиваться, выстраивать для себя новые алгоритмы. Но будет ли такая система похожа на человеческое восприятие мира? IT-специалисты не могут предсказать, как робот будет принимать решения, будут ли его цели схожи с человеческими нуждами. Эволюция технологий, нанотехнологий, искусственного интеллекта действительно может привести к созданию нового разума, способного соперничать с человеческим. Однако история о восстании роботов — это что-то на грани фантастики. Мы продолжим улучшать самих себя с помощью новых технологий, а машины станут инструментом для усиления наших способностей. Вот как будет выглядеть реальность. Сегодня в мире более 30 миллионов роботов. Их численность ежегодно увеличивается. К примеру, к 2030 году превысит количество людей на планете. Сейчас роботы в основном заняты в производстве, но, вероятно, уже совсем скоро они охватят большее количество профессий. Некоторые из них наверняка будут антропоморфными, то есть внешне похожими на человека. Да, по прогнозам, к 2030 году до 20 миллионов рабочих мест в мире заменят роботы. Однако людям не грозит безработица, ведь в будущем возникнет множество новых профессий. По мнению британского футуролога Яна Пирсона и других экспертов, города будущего превратятся в гигантские умные центры, в которых люди, механизмы, транспорт и жилье будут взаимодействовать. Зданиями, квартирами, офисами будет управлять искусственный интеллект. Жители смогут вести с объектом диалог, давая ему актуальные команды, например, установить определенную температуру в гостиной и спальне или приготовить теплую ванну. Умное освещение в доме будет следовать за человеком по мере его перемещения по комнате. Искусственный свет научится имитировать естественный, чтобы сохранить человеку здоровье. Технологии будущего позволят возводить супервысокие здания, которые будут построены из сверхпрочных материалов на основе углерода. Они могут достичь до отметки 10 километров. Здания-небоскребы будут стоять как над землей, так и под ней и выполнять функцию мини-города. Этажность будет определять функциональные зоны высотки, жилые квартиры, административно-деловые помещения, зоны досуга, торговли, места с зелеными насаждениями для отдыха. Мы всегда мечтали о личных летающих автомобилях, как в «Пятом элементе», но такая картина крайне маловероятна. Ставка делается на развитие общественного транспорта. Главный редактор журнала Flying Magazine Стивен Поуп считает, что в 22 веке появятся беспилотные пассажирские самолеты. Более компактные аналоги могут применяться и в больших городах с многоуровневыми транспортными сетями. Заметна тенденция на ускорение в перемещении. Через 100 лет люди смогут жить в одной стране и ежедневно летать на работу в другую. Это же позволит и путешественникам посещать самые удаленные части планеты за считанные часы в рамках одного отпуска. Илон Маск тоже размышляет над созданием принципиально новой транспортной сети. Он предлагает ракеты как способ перемещения пассажиров. Концепция звучит весьма изящно. В любую точку мира за час. Однако сейчас трудно оценить, насколько идея фантастична или реалистична. Эксперты утверждают, что к 2040 году 75% машин будут беспилотными. Самоуправляемые автомобили будут взаимодействовать друг с другом, избегая столкновения и оптимизируя маршрут. А применение технологий автоматизации автомобильного движения может увеличить эффективность перевозок. Футурологи сходятся во мнении, что в будущем все наземные грузоперевозки перейдут на автоматизированные системы.
Это будут беспилотные автомобили с выделенными полосами движения или даже с отдельными дорогами. Поезда будут все ускоряться, составляя неслабую конкуренцию самолетам. Тот самый Илон Маск еще в 2012 году предложил идею системы поездов Hyperloop. Она состоит в том, чтобы в трубах над поверхностью Земли в условиях сильно разреженного воздуха передвигались капсулы с пассажирами или грузами. Вакуумный поезд должен быть в 2 раза быстрее самолета и в 3 раза быстрее скоростного поезда, достигая максимальной скорости в 1200 км в час. Несколько крупных компаний попытались реализовать идею Маска, но пока никто не добился успеха. Проект закрылся. Однако идея сверхскоростного вакуумного поезда все еще актуальна. В середине ноября 2022 года численность населения мира достигла 8 миллиардов человек. В 2024 году ООН представила доклад, согласно которому население Земли в 2100 году достигнет примерно 10,2 миллиардов человек. По данным ООН, к 2100 году в Китае и Индии ожидается самая большая естественная убыль населения. Там смертность превысит рождаемость за год на 10,5 миллионов и 7,4 миллиона человек соответственно. Несмотря на это, прогнозируется, что они останутся 2 самыми населенными странами мира, и в КНР к концу столетия будет проживать 638,6 миллионов человек, а в Индии 1,51 миллиарда. В свою очередь, самый высокий естественный рост населения ожидается в странах Африки. Да, как и в случае любого прогноза, следует принимать во внимание возможные погрешности в расчетах, однако то, что планете грозит перенаселение, факт. Эта проблема существует уже сегодня, и она продолжит обостряться. Мы уже наблюдали глобальное потепление в течение последних нескольких десятилетий. Ожидается, что будущие температуры изменятся еще больше. Расчеты показали, что общая территория планеты, на которой среднегодовая температура превысит 29 градусов, к 2070 году увеличится с 0,8% до 19% земной суши. 29 градусов по Цельсию – это температурный режим пустыни Сахара. Проблема заключается в том, что температура повысится не только в практически необитаемой зоне пустынь, но и в густонаселенных районах с самыми высокими темпами рождаемости на планете. Практически необитаемыми могут стать значительные ареалы в Южной Америке, Индии, Африке, Северной Австралии и Юго-Восточной Азии. Долгосрочное повышение глобальной температуры вызвано увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. В целом, начиная с доиндустриального периода 1850-1900 годов, Земля потеплела на 1,43 градуса Цельсия. Чтобы ограничить глобальное потепление уровнем ниже 2 градусов, многие страны обязались перейти на возобновляемые источники энергии, притормозить потепление и дать будущим поколениям надежду избежать климатической катастрофы. Поэтому каким будет климат через 100 лет, зависит только от людей. Существует 2 варианта развития ситуации. Благоприятная, при которой все страны в едином порыве бросаются на борьбу с экологическим кризисом, и негативная, когда все только говорят, но по сути никто ничего не делает. В первом случае люди перейдут на зеленую энергию, выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся и глобальных изменений не произойдет. Во втором наша планета превратится в жаркую пустыню. В заключение хочется сказать, что мы с вами создатели своего будущего. От нас зависит, оправдаются ли прогнозы футурологов или все пойдет другим путем. Хотя в целом перспективы будущего достаточно положительные. Однако важно помнить, что будущее формируется не только технологиями и научными открытиями, но и нашим выбором и действиями в настоящем. Каждый из нас может внести свой вклад в создание более устойчивого и гармоничного мира. Подумайте о том, какую роль вы хотите сыграть в этом процессе. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, согласны ли вы с прогнозами ученых и футурологов. Если нет, то почему?